3 года назад я сделал то, о чем до сих пор не перестают вспоминать мои подписчики. Легендарную серию по Hearts of Iron 4 за гениального Сталина. Для меня лично это прохождение остается лучшим, что я когда-либо создавал на канале. Но с тех пор прошло немало времени, и сама игра изменилась до неузнаваемости. Новые механики, новые фокусы, ну и конечно же старый добрый рандом, который ломает все, до чего дотянется. И вот сегодня, спустя 3 года, я решил вернуться к этой истории, чтобы повторить свое самое эпичное приключение. Геймплей полностью поменялся, но Сталин остался тем же, таким же гениальным, как и всегда, по крайней мере в моем исполнении. Давайте вместе с вами посмотрим, получится ли у меня вновь сделать невозможное или все закончится как обычно, полным бардаком и победой коммунизма через боль и страдания. Погнали! А ты знал, что есть два типа людей? Одни смиренно ждут, когда им с неба упадут подарки, другие просто идут и забирают их себе. А что ты? Ты тоже можешь сам урвать подарки для себя любимого. И с имба это легко, ведь они подготовили целый КамАЗ бесплатных ништяков своим сочнейшим энергосом. Но как забрать все это себе? Слушай до конца, расскажу. Имба – это более 30 ярких и насыщенных вкусов энергетика, которые взорвут твои вкусовые рецепторы. У них есть все, от кислых и сладких до вкуса с приятной терпкостью. Если это ягоды, то спелые, будто они собраны на залитой летним солнцем опушке. Если яблоко, то зеленые и кисло с приятной сладостью. Имба – это удобно, она всегда под рукой и тебе не придется постоянно бегать в магазин. И вишенка на торте, милые тяночки на упаковке, но кайф же! Мои фавориты – гренадин фреш, яркий вкус граната и освежающего лайма. Мне напомнил гранатовый лимонад, терпкий и освежающий. А это что-то на богатом, микс сочного манго, яркой вишни и терпкого граната, на вкус реально как гранатовый сок с нотками тропических фруктов. А сейчас внимание, рассказываю, как забрать свои подарки. Переходи по ссылке в описании, добавь товар со стикером подарок в корзину, забери ништяки абсолютно бесплатно. Важно, количество подарков ограничено, пока ты думаешь, другие уже забирают свои. Не упусти этот шанс, успей забрать лимитированные ништяки бесплатно к своим сочным вкусам, ссылка в описании. Итак, первым шагом нашего нового легендарного приключения становится самая ненавистная часть Hearts of Iron 4 – разбор производственного бардака, доставшегося от разработчиков в 1936 году. Глядя на производственные линии Советского Союза, я сразу понял, что конструкторы нашей техники слишком уж разгулялись. Устаревшие бронекорыта, тихо ржавеющие в доках, тяжелые бомбардировщики, которые по замыслу должны были бить врага где-то на другом континенте, одним словом бесполезно. И невероятно затратная роскошь. Первым делом я безжалостно отменил постройку устаревших линкоров и крейсеров, а все свободные верфи перенаправил на создание конвоев. Конвой – это не просто кораблики для парадов, а основа нашего снабжения на огромных просторах Советского Союза, от снежных просторов Мурманска до жарких портов Владивостока. С авиацией мы тоже провели небольшую, но важную реорганизацию. Сразу прекратили производство тяжелых самолетов, решив сосредоточиться на легкой и дешевой авиации, которая массово и быстро сможет обеспечить защиту наших небес. Например, истребитель И-16, который на первый взгляд выглядит как маленькая консервная банка с крыльями, на самом деле отлично справляется с задачей массовой воздушной поддержки и превосходства. За свою форму пилоты прозвали его Ишачок, и несмотря на простоту и компактность, эти самолеты были очень маневренны и могли успешно сражаться даже против более современных истребителей противника. Теперь я перешел к армии. Глядя на разношерстные дивизии, я решил провести небольшую, но необходимую стандартизацию, поэтому конные и моторизованные войска были полностью расформированы. Почему так жестко? Да все просто. В условиях грядущей мировой войны нам предстоит массово производить огромное количество оружия и техники, а для этого нам нужно максимально унифицировать снабжение и вооружение армии. Чем меньше разнообразия, тем быстрее и эффективнее наша промышленность может поставлять войскам нужное количество вооружения. Проще говоря, лошади и грузовички уступят место единой и понятной схеме пехоте с танками, которые будут полностью унифицированы и готовы к массовому производству.
После того, как базовая, но очень важная перестройка армии и экономики была завершена, я наконец-то смог погрузиться в глубокий и крайне дружелюбный политические интриги Советского Союза 1936 года. Моя главная задача в этой партии – это отыграть Сталина во всей его легендарной гениальности, что на практике означает постоянную борьбу с его знаменитой паранойей. Но вы знаете, что такое паранойя у Сталина? Это когда каждый день, каждую ночь кто-то обязательно пытается устроить революцию против тебя лично и против всего, во что ты веришь. Поэтому я осторожно и точечно подходил к выбору национальных фокусов. Например, фокус «Пятая колонна» – отличная возможность мягко и аккуратно разобраться со всеми, кто хоть немного вызывал у товарища Сталина подозрения. Таким образом, я успевал вовремя проводить судебные процессы над изменниками и предотвращал нарастание паранойи нашего дорогого вождя, спасая страну от возможных более жестких репрессий. Однако заниматься одной лишь политикой было бы не в моем стиле, поэтому параллельно с борьбой против внутренних врагов мы не забывали о развитии нашей промышленности и армии. Потихоньку были взяты ключевые промышленные фокусы, такие как завершение второго пятилетнего плана, что дало нам хорошие бонусы на строительство новых заводов и фабрик, а значит сделало экономику Советского Союза еще мощнее. Кроме того, мы не забывали и про Красную армию. Небольшие, но крайне важные военные реформы позволили начать постепенную деполитизацию армии и усилить ее боеспособность. В конце концов, армия должна быть верна стране, а не просто политическому лозунгу. Таким образом, аккуратно балансируя между политическими интригами и экономическим развитием, мы заложили крепкий фундамент для будущих подвигов нашего Советского Союза. Итак, время шло, и в 1936 году мир неожиданно затрясся от начала гражданской войны в Испании. Естественно, как гениальный Сталин, я не мог оставаться в стороне. Я решил отправить добровольческий танковый корпус на помощь нашим товарищам-республиканцам, а заодно получить бесценный боевой опыт для наших войск и командиров. В качестве основного танка для этой операции я выбрал легендарный советский легкий танк БТ-7А. И если кто не знает, БТ – это быстроходный танк, а 7А говорит нам о его улучшенной версии с установленной 76 мм пушкой, что превращает его в опасного противника для пехоты и легкой техники врага. Этот танк был не только быстрым, но и удивительно простым и дешевым в производстве. В условиях гражданской войны это была идеальная техника, маневренная, легкая в ремонте и с мощным вооружением для своего времени. Наш добровольческий корпус высадился и сразу оказался в самой гуще боев под городом Теруэль. Правда, я не учел одного важного нюанса. Тяжелый гористый рельеф оказался кошмаром для наших быстроходных танков. БТ-7А теряли свою главную фишку – скорость и маневренность. В результате наши танки никак не могли прорвать оборону противника, что поначалу сильно меня расстроило. Зато мы быстро поняли, что эти танки проявляют себя идеально в обороне. Испанские фашисты не могли пробить броню наших легких, но живучих БТ-7А, и таким образом мы не просто остановили их продвижение, но и стали постепенно перемалывать наступающие части врага. Именно этот испанский опыт натолкнул меня на мысль о будущем производстве бронетехники для нашей армии, и я решил сделать ставку именно на легкие, быстрые и максимально дешевые танки. При должных улучшениях и модификациях эти маленькие железные товарищи смогут стать костяком нашей обороны, остановить любые наступающие орды фашистов или капиталистов и, возможно, даже перейти в контрнаступление. К маю 1937 года, после нескольких месяцев тяжелых позиционных боев, нашим добровольческим танковым корпусом под командованием Георгия Жукова наконец-то удалось прорвать пехотные порядки франкистов и с боем войти в ключевой город Сарагосу. Это был важнейший центр снабжения, который дал нам надежду переломить ход войны. Наши быстрые и маневренные БТ-7 на равнинах проявили себя великолепно. Противник паники отступал, а наши танкисты впервые почувствовали вкус настоящей победы. Но, как говорится, долго счастье не длилось. Почти одновременно с нашим триумфом в Барселоне вспыхнуло восстание анархистов. Для республиканцев это стало настоящим ударом в спину, моментально ослабив их позиции на фронте. Воспользовавшись хаосом, немецкие и итальянские силы стали еще активнее перебрасывать свои части на помощь Франко, и ситуация резко ухудшилась. Фронт начал трещать по швам, и даже наши героические добровольцы были вынуждены постепенно отступать, чтобы не оказаться в окружении. Сначала оставили Сарагосу, затем отступили глубже, и в
в итоге, под конец 1937 года, наши войска стояли практически под стенами Мадрида. Несмотря на всю храбрость и тактический гений Жукова, переломить ситуацию уже было невозможно. К концу 1937 года республиканская Испания окончательно пала под натиском франкистов и их союзников. Перед капитуляцией республиканцы успели провернуть одно крайне выгодное для нас дело. Они вывезли весь свой золотой запас в Советский Союз. Данное событие подарило нашей экономике весьма ощутимый импульс, позволив ускорить развитие промышленности и производства вооружений. Наш добровольческий корпус вместе с теперь уже ветераном и опытнейшим генералом Георгием Жуковым смог избежать окружения и благополучно вернуться домой. Несмотря на поражение республиканцев, опыт, который мы получили в Испании, был бесценен. Наши солдаты и командиры вернулись закаленными боями, с уникальным боевым опытом и ценными навыками. А тем временем дома, в Советском Союзе, вовсю кипела масштабная машина развития, строились заводы и фабрики, совершенствовалась армия, и благодаря испанскому золоту наша страна стала еще сильнее. Таким образом, наше испанское приключение, хоть и завершилось не так, как хотелось бы, все же принесло нам крайне важные стратегические дивиденды. К февралю 1938 года я наконец решил закрыть вопрос, который мучил товарища Сталина уже долгие годы. Ликвидировать главного политического оппонента Льва Давидовича Троцкого, который на тот момент скрывался в далекой Мексике. Агентам НКВД предстояла труднейшая задача – добраться до Мексики и проникнуть на строго охраняемую виллу, где проживал опальный лидер. План операции был проработан тщательно. Для этой цели был выбран агент Рамон Меркадер, человек опытный и хладнокровный, сумевший втереться в доверие к самому Троцкому. Гениальный Сталин прекрасно понимал, что ликвидация Троцкого устранит не только физическую угрозу, но и главное – его личную паранойю, из-за которой он все еще видел в своем окружении заговорщиков и врагов. После сложных приготовлений агент Меркадер проник на виллу и смертельно ранил Троцкого ледорубом. После успешного завершения операции устранения Троцкого произошло самое главное. Паранойя Сталина практически полностью исчезла. Товарищ Сталин наконец почувствовал себя уверенно и прекратил бесконечные поиски врагов внутри страны. Теперь, освободившись от тяжелого груза подозрений, он мог сосредоточиться на действительно важных задачах – развитии советской экономики и армии, а также планировании дальнейших действий на мировой арене. После успешного завершения операции по устранению Троцкого и окончательного завершения борьбы с внутренними врагами, перед нами открылись совершенно новые перспективы. Я наконец-то смог полностью сосредоточиться на главной задаче – создании современной, боеспособной и хорошо оснащенной армии для Советского Союза. Главной опорой нашей армии должна была стать новая модель пехотной дивизии. Вместо громоздких и неэффективных подразделений с огромным количеством батальонов пехоты я решил сделать акцент на специальных ротах поддержки, в первую очередь на средствах ПВО, противотанковых орудиях и инженерных подразделениях. Это значительно увеличивало эффективность каждой дивизии, делая ее универсальной и устойчивой к атакам противника, даже несмотря на сокращение общего числа бойцов. Опыт, полученный в Испании, дал нам еще один важный урок. Наша традиционная доктрина массированного штурма показала себя устаревшей и неэффективной в современных условиях. Поэтому мы радикально пересмотрели военную доктрину, выбрав доктрину превосходства огневой мощи. Теперь, вместо того, чтобы давить противника числом солдат, мы собирались побеждать за счет лучшей подготовки, вооружения и огневой поддержки. Таким образом, наш упор сместился с массовости на качество. Параллельно с военными преобразованиями шла масштабная работа в политике и промышленности. За несколько лет мы практически исчерпали список политических фокусов, активировали широкомасштабную работу агитационно-пропагандистского аппарата и серьезно прокачали нашу промышленность, стремясь открыть еще одну крайне важную ячейку для научных исследований. Армия же, благодаря постоянной методичной работе, с каждым месяцем становилась все сильнее, устраняя ошибки прошлого и строя совершенно новую военную машину, способную ответить на любые вызовы. Так, в атмосфере спокойствия и полной уверенности в собственной безопасности Советский Союз приближался к неизбежному. И вот, 1 сентября 1939 года войска нацистской Германии вторглись в Польшу. Это событие не стало для нас неожиданностью, ведь ранее мы подписали пакт Молотова-Риббентропа, подготовив почву для раздела Польши.
Немцы буквально пронеслись катком по Польше, и уже через месяц войны, в октябре 1939 года, Варшава пала, а польское государство перестало существовать полностью, оказавшись под немецким контролем. Это событие подтвердило худшее опасение товарища Сталина: Германия сильна как никогда, и никакая Британия или Франция, судя по всему, не способна ее остановить. В рамках пакта Молотова-Риббентропа немцы передали нам Восточную Польшу, и мы, не теряя ни дня, сразу же взялись за масштабные работы на новых территориях. Гениальный Сталин прекрасно понимал, что мир стремительно движется к огромной и неминуемой войне между Рейхом и Советским Союзом, и ждать осталось недолго. Поэтому мы приступили к реализации величайшего проекта Советского Союза за все последние годы – строительство масштабной линии укреплений. Эта линия растянулась буквально от Бреста до Одессы, охватывая тысячи километров новых границ. На ее возведение были мобилизованы огромные силы и средства. Рабочие, инженеры, военные. Вся страна работала, чтобы создать прочную защиту от возможного вторжения. Но я также прекрасно понимал, что самих укреплений мало. Если немцы захотят, они попытаются обойти наши оборонительные рубежи через Прибалтику, и тогда все усилия пойдут прахом. Чтобы этого не допустить, по национальным фокусам я начал активную работу над включением стран Прибалтики в состав Советского Союза. Прибалтийские страны должны были стать нашими западными фортпостами и закрыть возможные пути обхода наших укреплений. Одновременно с этим шла глобальная и планомерная подготовка всей страны к возможному вторжению. Экономика переводилась на военные рельсы, заводы увеличивали производство оружия и боеприпасов, новая армия проходила усиленные тренировки, а наши генералы, ветераны испанской кампании во главе с Коневым и Жуковым, разрабатывали оборонительные и контрнаступательные планы на случай немецкой агрессии. 26 апреля 1941 года, дата, которую я запомнил надолго. Именно в этот день сотрудники НКВД принесли доклад, от которого даже гениальный Сталин почувствовал неприятный холодок. Третий Рейх собирает огромные войска на наших границах и активно ищет повод для вторжения. Стало ясно, война неизбежна, и начался отсчет последних недель мира. На всех стройках оборонительных рубежей от Бреста до Одессы работа велась круглосуточно и на пределе человеческих возможностей. Строительство бункеров и укреплений стало абсолютным приоритетом, так как от них зависело само существование нашей страны. И вот, ранним утром 22 июня 1941 года случилось то, чего мы так долго ждали и боялись одновременно. Пакт о ненападении был разорван, и германские войска при поддержке своих союзников по оси начали масштабное наступление по всей протяженности нашей границы. Началась Великая Отечественная война. Пришел не только от Германии. Неожиданно для меня в войну вступила и Финляндия, которую я специально не трогал, надеясь сохранить спокойствие на северо-западных рубежах. Это стало серьезнейшим просчетом и сильно поломало мои планы. Я был вынужден срочно перебрасывать войсковые части с Дальнего Востока на финскую границу, дабы остановить продвижение финнов в Карелию и Ленинград. В то же время на нашем главном фронте, западном направлении, начались тяжелейшие кровопролитные бои. Немецкие танковые и механизированные соединения волнами накатывались на наши укрепления и только что сформированные пехотные дивизии. Мы буквально каждую неделю производили ротацию войск, перебрасывая свежие части на передовую, стараясь не допустить прорыва в глубину нашей обороны. И хотя благодаря заранее подготовленным линиям обороны мы еще держались, обстановка была крайне сложной. И вот, несмотря на всю мою подготовку и тщательное планирование, первые месяцы войны оказались настоящим кошмаром. Это был настоящий провал. Немецкое командование, проявив недюжинную хитрость, смогло обойти наши укрепления с помощью морского десанта в Латвии. Никто не ожидал такого маневра, и немецкие войска быстро уничтожили нашу северную линию обороны в Прибалтике, стремительно продвинувшись вглубь Советского Союза. Фронт трещал по швам, и ситуация ухудшалась с каждым днем.
огнем. Но даже в такой критической ситуации я не стал отводить войска на заранее подготовленные рубежи, пытаясь любой ценой удержать позиции и не сдавать родную землю врагу. Чтобы стабилизировать ситуацию, срочно были переброшены резервы с турецкой границы, а в глубоком тылу в ускоренном порядке формировались новые бригады. Вся страна была мобилизована, каждая фабрика работала на фронт. Именно в эти тяжелые дни Великой Отечественной я окончательно осознал, моя ставка на легкие танки оказалась серьезной ошибкой. БТ-7, которые так хорошо показали себя в Испании, не смогли справиться с немецкими средними танками, такими как знаменитый ПЗ-3 и ПЗ-4. Эти танки Рейха обладали гораздо более толстой броней и мощным вооружением, против которых наши легкие танки были бессильны. Немцы просто не замечали наших атак и методично, один за другим выводили из строя наши машины. Товарищ Сталин быстро сделал выводы из этого тяжелого урока. Было принято, пожалуй, важнейшее военное решение с начала войны – положить конец эпохе легких танков и создать основу для совершенно новых, нормальных советских танковых войск. Ставка была сделана на средние танки, которые сочетали в себе все лучшее – мощную броню, хорошую мобильность и эффективное орудие, способное пробивать немецкую технику. С этого момента наша промышленность экстренно перешла на массовое производство танков Т-34, которые должны были стать главной ударной силой советских войск. Эти машины сочетали отличную скорость и маневренность с наклонной броней, способной выдерживать попадание большинства немецких противотанковых орудий. И самое главное, вооружались мощным средним 100-мм орудием, способным бороться с любыми танками врага. К сожалению, начальные месяцы войны принесли нам ужасные потери, а особенно болезненным был эпизод под Гродно, где наши 8 бригад попали в смертельное окружение и были полностью уничтожены. Однако, несмотря на тяжелые болезненные потери, нам все же удалось сделать главное – остановить неудержимое продвижение войск Третьего Рейха. Немецкая машина оказалась не такой неуязвимой, как казалось вначале. И тут особенно хорошо себя показали наши новые пехотные дивизии, оснащенные мощными средствами ПВО и специальными ротами поддержки. Они прекрасно держали оборону, заставляя врага постоянно застревать и терять темп наступления. Благодаря этим новым частям линия фронта постепенно стабилизировалась. Тем временем на северо-западе, на финской границе, дела складывались намного лучше. Увидев, что финны крайне слабо укрепили нашу общую границу, я решил совершить решительный рывок на Хельсинки. Наши пехотные части быстро продвигались, окружая финские силы и разрушая оборону противника. Финны не смогли выдержать напора и вскоре были вынуждены обратиться с просьбой о сепаратном мире, передав нам Карелию. Это был шаткий, но крайне важный для нас мир, позволивший перебросить освободившиеся силы на основной фронт. Теперь, когда угроза севера была нейтрализована, все наши резервы, вся техника и боеприпасы были направлены на фронт против Германии. Советский Союз стоял на пороге нового этапа Великой Отечественной войны. Фронт застыл. Ни Минск, ни Львов мы врагу не сдали. Немцы увязли в наших территориях и не могли больше развивать свой успех. И силы медленно истощались, а мы, наоборот, начали накапливать оружие и технику, готовясь к будущим контрнаступательным операциям. В состоянии стоячего фронта мы находились вплоть до конца 1942 года. За это время наша страна жила словно на паузе, но мы не просто отсиживались, мы копили силу. Заводы работали без передышки, и что еще важнее, мы формировали совершенно новую армию. Армию, способную не просто обороняться, а планомерно и точно наступать. Наши первые контрудары начались с точечных атак. Без крика «Ура!» по минным полям мы больше не шли в лобовое. Вместо этого выверенные удары по слабым точкам, маневры и окружения. Мы стали заманивать немецкие дивизии в котлы, отрезать их от снабжения и добивать ослабленных. Это был совсем другой подход. Советская армия наконец-то воевала не числом, а умением, и враг это быстро почувствовал. Параллельно с началом контрнаступления активизировалась и другая, более теневая сторона войны – разведка. Наши шпионы еще задолго до начала операции вели работу внутри самого Рейха. Агитация, поддержка коллаборационистских движений, работа с подпольем. Все это стало неотъемлемой частью плана по дестабилизации Германии изнутри.
Перелом случился в мае 43 года, и с этого момента Третий Рейх пошел под откос с бешеной скоростью. Наш прорыв в Прибалтике стал началом конца. Мы с боем взяли Кёнигсберг, расчистили все Балтийское побережье и тем самым обошли немецкую оборону с севера. А на основном западном польско-белорусском фронте началась настоящая бойня для врага. Мы замыкали один котел за другим, и в итоге, по официальной сводке, Рейх потерял больше 8 миллионов солдат и офицеров на нашей земле. Немцы пришли в Советский Союз за жизненным пространством, а получили братскую могилу длиной в Восточную Европу. К сентябрю в Берлин уже въехали наши танковые бригады. Боевая часть операции подходила к завершению, оставалось только дожать очаги сопротивления и зачистить Гамбург. Мы знали, победа уже близко. В октябре 43 года Германия капитулировала. Спустя считанные дни сдалась Венгрия, началась мирная конференция, и в этот раз никто не спрашивал, как правильно. Гениальный Сталин взял все в свои руки и выдвинул свои условия, по которым практически вся территория Германии перешла под контроль новых социалистических республик, полностью зависящих от Советского Союза. На севере Италии появились независимые государства, также вошедшие в орбиту влияния Москвы. Норвегия и Дания официально стали частью советской сферы. Балтика теперь внутреннее море Союза. Сам же Советский Союз аккуратно расширил свои прямые территории, включая богатейшие индустриальные регионы Чехословакии, Южной Польши и ключевые нефтяные районы Румынии. Эта война закончилась не только победой, но и закреплением нового порядка. После окончания Великой войны и завершения всех мирных процессов, Советский Союз под управлением Сталина окончательно вышел на позицию мировой державы номер один. Начался долгий процесс восстановления. Вся система от экономики до армии должна была перестраиваться под новые условия. Я сразу же занялся вопросами стабильности недавно освобожденных и захваченных странах. Были созданы постоянные гарнизоны в Румынии, Польше, Чехословакии с четкой задачей обеспечить контроль, порядок и, главное, плавную интеграцию этих территорий в общую систему. Национализация шла полным ходом. Параллельно начала меняться и сама структура производства оружия. Пехотное снаряжение времен войны, как и легкая техника, уходили в прошлое. Основной приоритет перешел на производство тяжелой бронетехники и в первую очередь обновленной серии средних танков Т-44. Т-44 стал ключевым шагом вперед после Т-34. Он получил более низкий профиль, новую торсионную подвеску, заднее расположение трансмиссии и улучшенную броню. Главное, появилась возможность устанавливать более мощное вооружение. Данный танк был куда надежнее, мобильнее и удобнее в обслуживании. Он позволял организовать полноценные танковые корпуса нового поколения. Особое внимание я уделил авиации. Старые И-16, наши ишачки, отдавшие все в годы войны, уходили на покой. Им на смену приходили современные Як-3, Як-9 и последующие модификации, обладающие высокой скоростью, отличной маневренности и, самое главное, серьезным вооружением. Уже в январе 44 года мной было принято решение начать новую кампанию, вторую войну с Финляндией. Цель была максимально прямолинейной, не столь геополитика, сколько акт окончательной мести и, что куда важнее, полевое испытание новой танковой армии, созданной после масштабной послевоенной реформы. По всей протяженности финской границы в наступление двинулись 24 танковые бригады под общим командованием Александра Михайловича Василевского. Результат, он оказался даже выше ожиданий. Финская оборона просто не выдержала нашего натиска. Ни лесные засады, ни заранее подготовленные укрепрайоны, ни особенности местности не смогли сдержать нашу ударную группировку. Наши танковые дивизии, укомплектованные Т-44, уверенно проходили через позиции противника, практически не теряя темп наступления. В течение считанных недель были заняты ключевые опорные пункты. Противник оказался рассечен и дезорганизован. Хельсинки пали, и на этом сопротивление по сути закончилось. Финляндия потеряла порядка 100 тысяч солдат, прежде чем признала поражение. По итогам кампании она была полностью включена в состав Советского Союза, а территории перешли под прямой контроль центральной администрации. Гениальный Сталин остался полностью доволен результатами финской кампании. Армия показала себя в бою, реформы сработали, а страна получила новые позиции на севере. Но отдыхать мы не собирались. Уже в августе 44 года, после короткой подготовки, Советский Союз перешел к следующему этапу внешнеполитического давления. Нашей целью стала Турция. Ее положение на карте давно вызывало вопросы. Окруженная почти со всех сторон государствами под контролем Советского Союза, Турция оставалась независимой. Но очевидно, долго это продолжаться не могло. Был выдвинут ультиматум. Либо Турция немедленно входит в советскую сферу влияния, либо будет уничтожена. Ответ последовал быстро.
быстро и, мягко говоря, удивил меня. Несмотря на всю геополитическую изоляцию, Турция отказалась, и тогда, невзирая на официальные протесты США и британцев, было принято решение начать войну. После объявления войны Турция моментально вступила в блок НАТО. Таким образом, в войну были втянуты все бывшие союзники по антигитлеровской коалиции. Началась Третья мировая война. Но и здесь Сталин действовал предельно расчетливо. Мы не стали втягивать в конфликт наши новые и еще не восстановившиеся марионетки, ни Германию, ни Болгарию, ни даже север Италии. Советский Союз воевал от своего имени, концентрируя удары на ключевых направлениях, в первую очередь против Югославии и Турции. Это было верным решением. Во-первых, оно не раскрывало весь наш военный потенциал. Во-вторых, оно позволило проводить методичные операции, не распыляя силы на защиту уязвимых фронтов. И главное, это показало, что Советский Союз способен в одиночку бросить вызов всему западному блоку. Третья мировая война. Война с НАТО началась с Кавказа. Первыми вступили в бой наши танковые соединения, сосредоточенные на Кавказе. Несмотря на то, что Турция более 10 лет готовилась к возможному вторжению и выстраивала эшелонированную оборону на границе с Грузией, плотный танковый удар оказался для них сокрушителен. Наши ударные бронегруппы прорвали оборону турецкой армии в районе Артвина, а за ними, не сбавляя темп, пошли дивизии пехоты. Мы начали массовое окружение вражеских дивизий, в том числе и тех, которые были переброшены НАТО на помощь к Турции. К концу сентября 1944 года ситуация на Южном фронте изменилась радикально. Мы полностью контролировали побережье от Трабзона до турецкой части Мосула. Наши войска вышли на границы британского Ирака и французской Сирии. На всем этом протяженном фронте формировались десятки котлов, в которых уничтожались как турецкие, так и западные части. Темп наступления с нашей стороны был очень высоким, противник не успевал закрепиться. Фронт с Югославией. На этом направлении я сознательно не использовал танковые части. Там оборону удерживали исключительно пехотные дивизии с упором на укрепления, ПТО и массированные оборонительные участки. И несмотря на ограниченные силы, наши пехотные части не только удерживали фронт, но и методично отвоевывали села и опорные пункты Югославии, продвигаясь вперед в режиме выжидательного наступления. На обоих направлениях стратегия работала идеально. На юге агрессивное и быстрое наступление с ликвидацией скоплений врага в котлах. На западе позиционное давление с постепенным вытеснением противника. Пока что все складывалось в нашу пользу. Ближний Восток практически обрушился, НАТО теряло позиции и технику в огромных количествах, а мы сохраняли темп, не теряя контроля над ситуацией. К концу 1944 года южная группировка войск под командованием Конева и Василевского завершила одну из самых масштабных и успешных операций в рамках начавшейся мировой войны. Турция капитулировала, вслед за ней рухнули британские мандаты в Палестине и Израиле, остатки союзнических армий были окончательно уничтожены или отброшены на окраины британского Ирака. Наши части заняли оборону у Суэцкого канала, закрепившись на восточном берегу. Пробиваться дальше не было смысла. Разведка сообщала, что противоположный берег максимально укреплен. Эшелонированная оборона, концентрация танков НАТО, артиллерийские группы и эшелоны снабжения. В отличие от всех предыдущих операций, здесь лобовая атака означала бы затяжную и неоправданную бойню. Однако с падением Турции и завершением ближневосточной операции начался новый, не менее опасный этап – борьба с массовыми высадками стран НАТО. Британцы, американцы и их союзники перешли к стратегии, в которой оказались особенно эффективны – высадки в тыл и удары по незащищенным портам. Их цель была проста – захватить порт, отрезать нашу линию снабжения, уничтожить разрозненные дивизии, которые не успели перегруппироваться.
Мы впервые столкнулись с тем, что самая большая угроза исходила не с фронта, а с моря и воздуха. Враг начал использовать логистические слабости, и даже единичные высадки в тыл могли моментально превращаться в катастрофу, если там не было резервов. Поэтому мною было принято ключевое решение – остановить дальнейшее наступление в Азии, полностью сосредоточиться на укреплении обороны побережья и, самое главное, перейти к масштабному наращиванию производства тяжелого вооружения. Начался массовый переход на танки нового поколения Т-54. Т-54 стал первым по-настоящему полноценным основным боевым танком нашей страны. Улучшенная броня с наклонными поверхностями, 100-мм пушка с высокой точностью и пробитием, модернизированная трансмиссия и стабилизатор орудия, высокие показатели маневренности и защищенности. Таким образом, конец 1944 года стал не финалом наступления, а точкой перехода. От экспансии к сдерживанию и перевооружению. И если раньше мы были атакующей стороной, то теперь нам предстояло выстоять и сохранить завоеванное. Война входила в новую фазу глобального позиционного противостояния. Пока наши южные силы сдерживали волну высадок НАТО и укрепляли захваченные позиции, в апреле 1945 года завершился разгром Югославии. Пехотные соединения, действующие там с самого начала конфликта, методично продвинулись к югу и заняли ключевые регионы, открыв путь к следующей цели – Греции. Балканский фронт постепенно переходил под наш полный контроль. Но локальные победы были лишь частью куда более масштабной картины. С конца 40-х годов конфликт с НАТО окончательно перешел в фазу глобального противостояния. Началась ядерная гонка. Мы вышли на такие объемы производства вооружения, что ресурсов нам уже не хватало даже при полной загрузке всех наших территорий марионеточных государств. Только в Советском Союзе работало более 1000 военных заводов, и все они функционировали круглосуточно, изнашивая наши ресурсы. Экономика была полностью переведена в военный режим, все работало на фронт. Одновременно начался новый этап военного развития – ставка на военно-морской флот. В 1948 году мы заложили первые авианосцы нового поколения. Эти корабли стали ядром будущих оперативных групп, способных проецировать силу на любые побережья. Теперь мы выходили и в открытое море. Модернизация армии шла полным ходом. Т-44 уходили в резерв. ОБТ, Т-54 и его улучшенные модификации становились основой армейских группировок. Авиация переходила на новые технологии. Пехота оснащалась современной техниками, средствами ПВО и связи. К 1948 году армия была модернизирована более чем наполовину, а командование перешло от оперативного управления к стратегическому планированию. На повестке дня стояло уже не просто удержание захваченных территорий, началась подготовка к новой, полномасштабной фазе глобальной войны. Февраль 1949 года, давайте будем честны, это дата, с которой по-настоящему началась Третья мировая война, все маски были сброшены. Я совместно с гениальным Сталиным отдал приказ, все наши марионетки поднимаются по тревоге, вся Европа полыхнула в один момент. То, что еще вчера выглядело как локальная борьба за влияние, теперь превратилось в финальное столкновение систем. Наши союзные государства, подготовленные заранее, быстро заняли укрепление и организовали тыл. После взятия Суэцкого канала и выхода в Индию оставался последний этап, тот самый Red Alert, только по-нашему. Цель была четкой – вернуть Центральную Германию, временно оказавшуюся под контролем Британии, и самое главное – нанести удар по центру натовской обороны – Бельгия, Нидерланды, север Франции. Основной ударный кулак составляли наши танковые армии, полностью перевооруженные на ОБТ последних модификаций Т-54-55, усиленные инженерными ротами, мобильной артиллерией и современной поддержкой с воздуха. Мы вновь пошли через обход линии Мажино, как когда-то делал один художник, но теперь совсем другими силами и другим уровнем технологий. И это сработало. Несмотря на ротации, переброску войск западного блока и бесконечные попытки заткнуть фронт, мы ломали оборону врага методично, дивизия за дивизией. Наши механизированные соединения прорывались на высокой скорости, разрезая логистику, сметая сопротивление и окружая все больше и больше частей НАТО. Нидерланды и Бельгия, как вы видите, стали настоящим полем уничтожения. Сотни тысяч солдат Запада попали в окружение. Порты, склады, аэродромы – все либо уничтожалось, либо переходила под наш контроль. Прорыв шел с бешеным темпом, враг просто не успевал реагировать. Это был триумф советской тактики, техники и подготовки. Мы с вами создали такие танковые дивизии, которые буквально не оставляли шанса врагу ни в городах, ни на равнинах, ни в укрепрайонах. Давайте будем честны, сражения шли не на равных, мы давили числом, качеством и скоростью одновременно.
В конце концов, все усилия НАТО по сдерживанию нашего наступления оказались бессмысленны. К концу 49-го года оборона Европы рухнула окончательно. Наши танковые армии завершали разгром последних вражеских дивизий под Парижем, одновременно выходя к Лиону, Марселю и западным портам Франции. Последние очаги сопротивления гасли буквально в течение суток. Франция пала, и сразу за ней Испания, где у противника просто не осталось резервов. Позиции союзников в Пиренеях оказались бесполезны против нашей наступательной машины. Почти одновременно была освобождена северная часть Италии, находившаяся под контролем британцев. Враг не успевал закрепиться и, не имея поддержки с воздуха и тыла, отступал, бросая технику. Вся континентальная Европа оказалась под контролем Советского Союза. Это был полный стратегический перелом. Запад лишился опоры на материке, и теперь оставалась только одна цель, к которой мы шли с самого начала – высадка в Британию. Подготовка началась немедленно. В прибрежных зонах Франции началось строительство радарных сетей, фортификаций и аэродромов. Все пространство от Гавра до Бреста превращалось в гигантскую военно-транспортную базу. В воздухе над Ла-Маншем каждый день велись боевые вылеты. В небе висели от 10 до 15 тысяч наших истребителей, контролируя все от побережья Британии до внутренних вод Ла-Манша. Советские пикирующие фронтовые бомбардировщики ПЕ-2 и их модификации работали по флоту НАТО. Топились конвои снабжения, уничтожались эсминцы и крейсера. Враг терял кучу кораблей ежедневно. Одновременно с этим на верфях Балтики, Черного и Средиземного моря, а также прямо на захваченных французских портах формировался флот высадки, десантные транспортные корабли, прикрытие, новые советские авианосцы готовились к своему первому настоящему применению. Подготовка шла полным ходом. Операция по захвату Британии уже была не вопросом если, а вопросом когда. НАТО потеряла инициативу, и теперь весь мир смотрел только в одну точку – на Ла-Манш, где решалась судьба последнего бастиона западного блока. 16 февраля 1951 года началась операцию, которую мы готовили годами – Красная Британия. После месяцев подготовки, расчистки пролива и накопления ресурсов наступил момент, когда все было готово. Ла-Манш стал зеленым, не в смысле природы, а в интерфейсе нашего командования. Полное превосходство в воздухе. Высадка 24 бригад современных АБТ прошла практически идеально. Мы зашли прямо под Лондоном, окружили вражеские дивизии, зажатые в портах, и буквально за несколько дней уничтожили все, что стояло у нас на пути. Бои напоминали уже не фронт, а зачистку. ОБТ с модернизированной броней и пушкой разбивали оборону в лоб. Поддержка с воздуха не прекращалась ни днем, ни ночью, а танковые клинья продвигались с такой скоростью, что логика едва поспевала за ними. Лондон пал почти сразу, следом в страну начали перебрасываться дополнительные танковые бригады, и уже не стоял вопрос, возьмем ли мы Британию, а успеет ли НАТО эвакуировать остатки армии до ее полного уничтожения. К началу марта 1951 года наши передовые части уже шли через центральную Англию, а Ньюкасл пал без особой борьбы. Последние остатки сопротивления НАТО были уничтожены. Британия капитулировала. От прорыва в Турции до сражений в Бенилюксе и финальной высадки в Англию привело нас к этому моменту. НАТО в Европе пало. После падения НАТО в Европе континент изменился навсегда. Вся Европа, от Лиссабона до Варшавы, от Рима до Осло, кроме одной единственной страны Швеции, которая сама по себе уже медленно и аккуратно входила в нашу сферу влияния, окрасилась в красное. Гениальный Сталин смог, он сделал это. Он построил систему, которая не просто выдержала Третью мировую, а вышла из нее абсолютным победителем. Он создал страну и армию, которые сметали все на своем пути, от крепостей Европы до окопов Ближнего Востока. Границы Советского Союза теперь проходили от Лиссабона до Бомбея, до Владивостока. Мы контролировали не только всю Европу и Азию, но и большую часть Африки, включая Северную Африку, Центральную Африку, Восточное побережье вплоть до Мадагаскара. В следующие годы Советский Союз провел переговоры с Соединенными Штатами Америки. Обе стороны понимали, еще один виток конфликта – это уже не танки и артиллерия, а гарантированный взаимный конец ядерными обменами. Был заключен мирный договор, по которому вся Европа, Азия, Африка и многие ключевые регионы официально переходили в сферу влияния Советского Союза. Америка сохраняла независимость, но больше не имела союзников, не имела опоры, не имела инициативы. Она стала наблюдателем, а не участником. Советский Союз впервые за десятилетия
десятилетия начал жить для себя, начался новый этап истории. Космические программы, не только орбиты, но и лунные станции, развитие гражданских технологий, электроники и инфраструктуры, строительство мощного автопрома от рабочих машин до современных легковушек. И, конечно же, межевропейская советская культура, слияние традиций, языков, школ и поколений. Начался золотой век России и всего Советского Союза. Но это уже совсем другая история. История не войны, а будущего. Спасибо вам всем, что досмотрели этот ролик до конца и прожили вместе со мной всю эту историю. От первых реформ в Советском Союзе до финальной победы над НАТО и начала золотого века Советского Союза. Я действительно надеюсь, что такой формат с упором на качество, атмосферу и внятный сюжет, а не просто набор каток под музыку, вам зайдет. Я вложил в этот ролик души и много часов работы, чтобы все смотрелось живо, последовательно и интересно. Если вам понравилось, поддержите меня лайком, подпиской и колокольчиком. Это не просто мотивация, это топливо для следующей истории. И не забывайте про мой телеграм-канал, там вы найдете все шаблоны, которые я использовал в этом прохождении, а также дополнительные материалы, тизеры или просто полезные штуки, которых нет даже в роликах. На связи был товарищ Искал, верный советник гениального Сталина. До скорых встреч, братцы. Пока-пока.